Знакомство с Souls-играми начинается с некого напряжения. Еще до запуска игра окутана неким страхом. Все говорит и подпитывает о том, что эти игры сложные и так далее. Само это предвкушение создает некое сжатие. При первой встрече, знакомясь с новым миром, новыми правилами, новыми рамками, сталкиваешься с тем, что мир ничего не объясняет. Но он также не говорит, что ты лишний. При этом четко дает тебе понять, что тебя никто сюда не звал. Просто нет этого приглашения. Также ты сталкиваешься с тем, что смерть в этой игре — это не событие, она спокойная и без лишней драмы. Ты ощущаешь что сам мир не враждебный, но и нет никакой вообще поддержки. В такой реальности очень быстро начинаешь бояться. Появляется осторожность, движения становятся медленными, а напряжение от неизвестности только нарастает. В голову начинают лезть странные мысли, что даже тишина тут небезопасна. Но проведя некоторое время в этом мире, появляется привыкание, появляется первое чувство контроля. Начинаешь видеть ритм, приходит понимание дистанции и темпа. Наконец-то снимается часть напряжения с рук. Страх никуда еще не ушел, но ты начал его осязать, и он стал управляемым. С ним можно теперь договориться. После первой пройденной игры, возвращаясь снова к жанру, во второй или третий раз ты уже спокоен. Появляется внутреннее превосходство над миром. Считаешь себя знающим. Начинаешь себя ловить на мысли, что я уже тут был. Есть договоренность с миром. По крайней мере, ты помнишь это чувство. Ну и продолжаешь считать, что это так и есть. До момента некого слома ты вдруг начинаешь ощущать что кто-то поменял карты. Мир все тот же, а правила изменились. Мир теперь реагирует иначе. Ты видишь совершенно другие темпы. Появляются новые условия. Те же действия в новом мире перестают работать. В конечном итоге внутреннее недоумение переходит в пустоту. Страх и злость отступает. Тебя уже научили. Ты знаешь, как с ними договариваться. Но это теперь не работает. Происходит остановка. Долгий перевал у костра. Смотришь в экран и осознаешь, то, как смотришь сейчас на мир, больше не работает. Я больше не влияю так, как думал. Тишина растет. Попытки перестают быть смысловыми. Снова нет поддержки. Снова нет почти. И твоя внутренняя борьба куда-то отступает. Старый способ быть в игре просто умер, а нового еще нет. Бессилие — это не конец пути. Если знакомо, напиши в комментарии, в каких еще играх ты такое ощущал.